Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим поговорить о некоторых очень важных приметах. Мы ранее в наших видео не уделяли этому особого внимания, подразумевая, что все знают об этом. Но, как оказалось, это не так. Поэтому, пожалуйста, просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много важных и достаточно нужных советов и рекомендаций, которые мы рекомендовали каждому использовать. Вы знаете, существует огромное количество народных примет, и которые являются именно кладезем культуры и бытности нашего народа. На протяжении веков с развитием нашего общества и формировалась культурная часть, культурное наследие, которое невозможно нам представить без ее малой, но и очень важной и, наверное, интересной детали народных примет и верований. По древним поверьям наших предков, у каждого с рождения нас сопровождают по жизни два духа. Первый дух – это бес-искуситель, который находится за левым плечом, и ангел-хранитель, который находится у нас за правым плечом. И, конечно же, именно из этого поверья, немаловажное, очень сильное поверье, исходит множество народных примет. Вы, возможно, слышали именно эту народную примету от своих бабушек и дедушек. Знаете, они это не придумали просто так, лишь бы, чтобы вас удивить. Это действительно так и есть. За левым плечом у нас находится искуситель, который постоянно отправляет нас в неправильное русло для нас, неправильную дорогу. И есть ангел-хранитель, который находится за правым плечом. Но, к сожалению, у нас всегда паника возникает, мы не можем скоординировать свои действия. И, соответственно, мы не слышим своего ангела-хранителя. Поэтому, когда у вас наступают какие-то определенные жизненные ситуации, обязательно остановитесь и задайте вопрос своему ангелу-хранителю, что же вам делать. Посмотрите, обязательно придет ответ. Только не спешите с выводами, потому что ангелы, наши хранители, они не находятся в нашем материальном мире. Но в наш материальный мир они отправят людей, звонок, совет от людей, даже чужих людей, когда вы поймете, что же вам нужно делать. Поэтому именно правая рука по поверью всегда считается счастливее левой. Поэтому давать кому-то ни было что нужно всегда правой рукой. Это хорошо будет для вашего здоровья. Запомните об этом. Ну а чтобы бес-искуситель не мешал при начале важного дела, издревле считалось, что нужно его отогнать, тем самым сплюнув через левое плечо. Возможно, вы видели, как ваши бабушки плюют через левое плечо, и это было не зря. Если вы нечаянно просыпали соль, то знайте, что быть в ссоре и в конфликтах. Поэтому для того, чтобы нейтрализовать эту народную примету, киньте щепоточку уже просыпанной соли через левое плечо. А когда вы встаете с утра с левой ноги, то знаете, то у вас не только будет плохое настроение на весь день, но также у вас и день пройдет неудачно, неуспешно. А если вы встаете с правой, наоборот, будет отличное настроение на целый день. Недаром мы иногда, видя, что другой человек неадекватно себя ведет, со всеми хочет ругаться, выяснять отношения, у него все валится из рук, и всегда мы говорим о том, что он, наверное, встал не с той ноги. И это так и есть. Если у вас чешется левое ухо, значит будете ругаться. А правое ухо чешется тому, что у вас наоборот в ближайшее время будут хвалить. Если у вас чешется левый глаз, то знайте, это к слезам, а правый к радости. Обращаем ваше внимание, что если правая ладонь чешется, то это к прибыли. Левая, к сожалению, всегда чешется к убытку. Чтобы обеспечить прибыль в своем доме, нужно время от времени почесывать свою правую руку, не жалея об этом. Например, вы занимаетесь чем-то, и взяли и почесали легонечко правую руку и пошли себе дальше заниматься своими делами.
знаете о том, что оставлять на столе пустые бутылки, сметать мусор со стола рукой и класть шапку на стол — это достаточно плохие народные приметы. И все по старинным поверьям это приводит к растратам. Помните об этом. Если вы хотите, чтобы у вас всегда были деньги, тогда храните под скатертью на столе всегда небольшую сумму денег. Это убережет вас от потерь, и деньги в доме не будут переводиться. Только смотрите, пожалуйста, чтобы скатерть была всегда чистая. Очень часто, возможно, вы замечали, что скатерть всегда еще и падает в воздухе. Вот эту часть тоже обязательно протирайте, а также, если у вас скатерть из материала, как можно чаще ее стирайте. Заведите несколько скатертей, но чтобы вот именно эта часть вашего интерьера всегда была в чистоте. Вы знаете, считается, что дети, которые рожденные в новолуние, они будут жить долго и счастливо. Можете это проверить. Для этого возьмите любой лунный календарь в онлайн-режиме и проверьте, когда вы родились. Также проводить уборку в квартире или в доме вечером, знаете, это достаточно плохая примета. Это то же самое, что если вы будете выносить и вымывать свое благополучие из дома. Поэтому никогда не проводите уборку именно уже после захода солнца. Не нужно привлекать в свою жизнь проблемы и беды. Также нельзя мыть и мести полы, начиная с порога, потому что это к несчастью, это к непредвиденным расходам, растратам, так как с мусором мы выметаем и все богатство и благополучие из вашего дома, поэтому обращайте на это особое внимание. Также никогда не оставляйте ножи на ночь на столе, иначе это к большим неприятностям и конфликтам. Также не оставляйте на столе вилки, ложки, ножи, грязную пустую посуду, потому что это также и ведет нас к убыткам, которые вам точно не нужны. Также никогда не стригите себе волосы. Как бы вам что-то там не мешало, ваша челка или вас что-то раздражало, обратитесь к парикмахеру, обратитесь к специалисту, который вам это сделает. Но никогда не стремитесь, особенно, знаете, девушки, женщины это любят делать, именно стричь себе самой волосы, когда они очень злые на мужчину, когда они злые на мир, когда у них что-то в жизни не получается, как они хотят. В этот момент женщина считает, что если вот сейчас она своими руками подстрижет, например, челку или кусочек, несколько прядей волос, то вот прямо с ее секунды изменится ваша жизнь. Нет, не изменится. Вы таким образом еще сами себе подстрижете и уберете вот тут, возможно, тот доход, тот прибыль, тот достаток, который у вас был до этого времени. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на эти народные приметы. Они недаром передавались из поколения в поколение. Обратите внимание, что наши бабушки, что наши дедушки, наше поколение старше, они никогда не знали, что есть интернет. Они никогда не знали, что есть телевидение и так далее. Но они друг другу рассказывали об этих важных советах, об этих важных рекомендациях. Вспоминайте своих прабабушек и бабушек. Когда вы что-то делали не так, бабушка всегда говорила: ой, не делай этого, зачем ты это делаешь, ой, это нельзя. Они не всегда могли объяснить, почему это нельзя делать, то есть к каким поступкам это в дальнейшем приведет. Но они точно знали, что именно это делать нельзя. Сейчас, конечно же, очень много информации уже собрано для того, чтобы мы, современные люди, не современнились до такой степени, что разучились понимать самые простые вещи. Поэтому обязательно вот поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео действительно может помочь и дать вот какую-то важную информацию, дать какой-то очень важный совет. Потому что дело в том, что многое наша молодежь на данном этапе жизни считает, что ТикТок, там, другие социальные сети — это более важнее, чем общение, чем вот та народная мудрость, которая передавалась из поколения в поколение.
Да, возможно, вы, когда пересылаете кому-то либо информацию, то кто-то на вас, так знаете, у виска крутит пальцем и говорит, ну и ерунда. Но вы знаете, человек всегда возвращается к тем знаниям. То есть, знаете, вот вам пришла эта информация, да, вы должны понимать, что это, скорее всего, высшие силы пытаются вам подсказать, дать какую-то очень важную информацию. Но, как правило, мы иногда махаем руками и хотим услышать, вы знаете, на вопрос, хотим получить конкретный ответ. Но в жизни так не бывает. Когда мы задаем все вопросом, почему это произошло, это не значит, что ангел-хранитель или высшие силы прямо сейчас вам дадут ответ в письменном виде или через человека. Нет, все идет догадками, все идет подсказками. И ваше право именно находить вот те зерна истины и принимать после этого решение. Никогда в жизни не спешите принимать решения, потому что вы не знаете, знаете, вы не Всевышний, и пути Бога неисповедимы. Если вы думаете, что это так, это не всегда так. К сожалению, так устроен наш материальный мир. Помните об этом. В нашем материальном мире мы живем и проживаем определенные кусочки, этапы нашей жизни, где мы проходим какие-то испытания, сдаем какие-то экзамены, уроки, проработаем над своими ошибками. Конечно, это очень сложно, но именно в нашем материальном мире мы вот так состоим. Если вы сегодня что-то имеете или вы лучше живете, чем кто-то, знаете о том, что так вас проверяет жизнь на то, насколько для вас важны материальные блага, насколько вы готовы изменить себя. Вот даже сейчас вот то, что происходит в мире, да, иногда возникает вопрос, что нужно просто сорваться со своего любимого теплого места и двигаться дальше. Многие люди начинают набирать какие-то вещи, технику с собой и так далее, и так далее. А при этом они не знают, что их будет ждать в дороге, потому что время очень тяжелое, очень много мародерства. Многие люди не осознают, не понимают, потому что каждый живет в каком-то своем вот мире и считает, что только так. Но, к сожалению, нужно уметь отцепиться от материального и двигаться дальше. Потому что на новом месте к вам придет даже еще больше, еще лучше. Но иногда нужно, конечно же, приложить для этого усилия. Но если вы смогли до этого момента достичь каких-то определенных вершин, то на любом другом месте вы этого также достигнете и еще больше, и еще лучше. Помните об этом.